Женщины стран Балтии. Марта из Латвии. Продолжая обзор патологичных женщин стран бывшего СССР, нельзя пройти мимо стран Балтии, где традиционно был один из очагов прогрессивного и почти западного быта. Так как для большинства славянских мужчин разница между Эстонией, Латвией и Литвой не очевидна, нужно сказать, что в реальности это три довольно разные страны, а народы имеют разный менталитет, и спутать их совершенно невозможно тем, кто хоть раз бывал. А автор неоднократно бывал, поэтому рассказать могу на живых наблюдениях и примерах. Начнем с Латвии. В целом, женщины из балтийских стран имеют довольно неплохую репутацию. Они красивы, хорошо воспитаны, экономны и скромны. В общем, обладают, как заводская настройка, скорее немецким менталитетом, причем не современным при разгуле левачества и меньшинств, а скорее еще того, довоенного пресловутого матери солдат Рейха, которая всегда накормит, приготовит обед с ничего, сэкономит почти все, что попадает в кошелек, а мужа ждет годами, не глядя на других. Это светловолосые женщины, от платиновых блондинок в Эстонии до темно-русых и даже брюнеток на юге Литвы, но всегда со светлыми глазами. Женщины этих стран одни из самых высоких на планете и имеют хорошие фигуры с развитыми женскими формами. Поэтому балтийская генетика идет на пользу и в смешанных браках, добавляя внешней привлекательности и рослости даже непохожим типам, например, как Орнелло Мутти с эстонскими корнями и итальянским паспортом. Латвию отличало от остальных несколько факторов. Население долгое время было крестьянским, жившим на изолированных хуторах в подчинении немецких баронов. Это сформировало кроткий, тихий характер, склонный к уединению и скромной жизни. Население городов же, напротив, было во многом этническими немцами или евреями, и по понятным причинам сильно уменьшилось в численности после Второй мировой войны. Их место заняли либо бывшие крестьяне Латвии, либо этнические славяне, военные, либо привезенные из Центральной России для разбавления населения. Попав под каток советской русскоязычной культуры, они быстро прониклись ею, и Латвия с ее третью этнически русского населения – самая славянская страна из всех балтийских. Население тотально говорит на русском языке, смотрит русскоязычный контент и, несмотря на попытки властей сохранить собственный язык, в лучшем случае использует оба, а чаще хорошо говорит и понимает только на русском и английском. Одновременно с этим советская власть яростно боролась с любыми проявлениями прежней крестьянско-хуторской жизни, клеймя женщин домашними рабынями, несознательными, пропагандируя городскую жизнь, атеизм и поощряя светский брак, который быстро приводит к разводам. А так как уровень жизни в странах Балтии был довольно высоким, и до вступления в СССР его поддерживали сверху, чтобы еще десяток лет не подавлять восстание лесных братьев, а еще и по соображениям витрины для западного мира. Латвийские женщины были свободны в нравах, довольно обеспечены, имели доступ к недоступным для русских западных вещам и модным течениям, что привело к интересной мутации менталитета. Из прусской еще мутр, крестьянской девушки, которую выдавали замуж в 17 лет, и затем она рожала и вела хозяйство до глубокой старости, получилась очень своенравная и эмансипированная дама. В Латвии традиционно максимальная доля женщин, получивших высшее образование. Она лидер Европы по доле женщин-руководителей, женщин-водителей машин, по времени, проводимому на работе. Они довольно прагматичны и жесткие с незнакомыми людьми. Детей же опекают так, что нередко те вырастают абсолютно беспомощными. Инициативу в отношениях и браке также нередко забирают у мужчин и больше не отдают. Но при этом, при всех признаках матриархата, как в Украине или в России, они не переходят грань мужиковатости. То, что именуется халда, мужичка, гром-баба и тому подобное, то есть женщина, потерявшая моральные признаки пола и ставшая скорее скандальным мужчиной, там практически отсутствует. Виной тому традиции. Как бы ни навязывали сначала коммунисты, а потом левый Запад образ сильный и независимый, хуторская ментальность не дает им стать мужиками в юбках. Они могут сохранить женственность и шарм, хотя вполне таскают тяжести и могут передвинуть шкаф. Но как вынужденная мера, а не способ показать, что ничуть не уступают мужчинам и даже превосходят. Обратной стороной эмансипации и расчетливости становится меркантильность. К сожалению, для мужчин эти женщины очень хорошо видят, кто сколько зарабатывает, и ищут себе не менее ровни. Не очень романтичные, сентиментальные, они гораздо лучше понимают выгоду, чем приятную лесть нищего ловеласа. Это составляет большую проблему для латвийских мужчин. Как и другие маленькие страны, вся экономика находится в одном-двух городах. В остальных довольно депрессивная атмосфера и низкие возможности. Очень быстро все молодые и интересные дамы оказываются в столицах, а на родине только дети и пенсионеры. Мужчины, которые остаются там, не имеют партнерш годами, так как предложить им особенно нечего, да и вариантов практически нет.
В Риге, столице Латвии, множество красавиц, но приехавший туда провинциал быстро понимает, что к нему предъявляются высокие материальные требования, а самое главное, Рига – это портовый город. Там ежедневно тысячи туристов и моряков из других стран, из более богатых государств, молодые и щедрые. Проституция цветет там широко и буйно. Латвийские женщины удачно монетизируют свою красоту, а вот местным мужчинам это часто не по карману. В целом, латвийские дамы очень напористы и настойчивы. Они идут к цели как танк, как правило, быстро добиваясь своего и не выбирая средств. Хочет она стать владелицей гостиницы к 40 годам? Она сделает это, даже пройдя через миграцию, эскорт, открытие бизнеса и разорение. И зачастую все это будут воспринимать как игру, легко отбрасывая постыдные заработки, когда отпадает нужда, в отличие от славянских дам, на которых подобное фатально сказывается в психологическом плане. Это интереснейший момент, когда такие дамы с бурным прошлым вмиг забывают о нем, становясь действительно заботливыми женами и матерями. Их не манит прежняя разгульная жизнь или мутные делишки, когда можно жить более честно. Они равнодушны к демонстративности и понтам, считают зарабатывание денег и труд не необходимостью, а стилем жизни. Поэтому быстро накапливают капитал, не расходуя в пустоту. Немецкая щепетильность проявляется даже во внешности, они настолько дотошны, что даже неровная складка на юбке кажется неряшливостью. Они высокомерны, на вид холодны, не проявляют чувства публично, занимая промежуточное пространство между горячими темпераментными литовцами и очень сдержанными эстонцами. Часто довольно грубоваты, прямые в высказываниях, даже если это обижает собеседника. Это упрямый, настойчивый и не очень уживчивый характер. Как с точки зрения отношений? Сложно. Имея доступ ко всем странам Евросоюза без виз, тысячам американских туристов, моряков, работая в богатейших странах мира и будучи высокими светловолосыми женщинами, сами понимаете, каков там спрос. У них обычно нет проблем с поиском мужчин в молодом возрасте. А сейчас еще в Латвию заезжают тысячи гастарбайтеров из Индии и Пакистана к радости местных жителей. И они едва ли не в обморок падают от местных женщин и готовы на все. У них ходит легенда о северной стране больших и красивых женщин, которых нужно покрыть героическим индийским мачо. Добавьте к этому сложный и жесткий характер, отсутствие мягкости и прямоту. Поэтому мужчины даже из соседних, богатых Литвы и Эстонии, где заработки вдвое выше, чем в странах восточнее, не особенно высоко котируются. Есть богатый выбор из немцев, итальянцев, американцев. Рига – обычное место для мальчишников-англичан, со всеми вытекающими. Местные парни нередко спиваются от одиночества в малых городах или в эмиграции на работу для гастарбайтеров. Да, в Латвии женщин больше, чем мужчин. Намного. Но, как и в России, эта статистика делается женщинами 55+, потому что мужчин в этой нише практически не остается. А молодые женщины кочуют по миру, обогащая чужие культуры и свою микрофлору. Отдельная история про славянских мужчин. Страны Балтии довольно националистичны. Там есть широкие мусульманские общины, как и везде в мире, но отношения и брак с ними – дело редкое и неодобряемое зачастую. Русские, украинцы и белорусы же имеют вес чуть выше, но не более того. Среди русскоязычных Латвии очень много маргиналов, по неясным причинам. Я такой концентрации не видел даже в сибирских поселках бывших заключенных. Изначально Латвию заселяли неблагополучным элементом Центральной России, так как, впрочем, не было особой мотивации переезжать. Поэтому местные жители видели поколениями перед собой славянских мужчин в большинстве сомнительной ценности. Пьющие, маргинальные, запущенного вида, с плохими зубами, малорослые, плохо образованные. Либо же это военные спецслужбы, которые выглядят лучше, но пьют примерно так же. И латышка долго приглядывается к славянину, так как ждет именно такого антисоциального образа. Иногда из этого получаются смешанные крепкие пары, но чаще нет, и стереотипы довольно сильны. Народы живут рядом, но редко пересекаются. Резюмируя, типичная Марта – эффектная женщина, со сложным пробивным характером, имеющая понятие о нормальной семейной жизни, но ради процветания не гнушающаяся отношениями за деньги и браком по расчету. Нацелены на мужчин из первого мира, и часто это взаимно. Неплохой вариант для мужчин, но требующий прохождения ее системы фильтров, что далеко не для всех будет возможно. Она не поедет жить восточнее Латвии, не будет бросаться в омут любви к турецкому аниматору, но и только красивыми словами ее не завлечь. К мужчинам из стран бывшего СССР отношение предвзятое и далеко от восхищения. Задача со звездочкой. Пишите в комментариях о ваших впечатлениях от женщин Латвии, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.